Привет, это Айсберг. И я рад вас всех приветствовать в своем первом видеообзоре, посвященной новинке от компании KeyVeers Astral. Что ж, давайте не затягивать и перейдем к самому обзору. Приобрести KeyVeers Astral вы можете в официальном сайте компании KeyVeers, либо же в аудиомагазине компании Linsol, или же в AliExpress магазине компании DD Audio Store. А все ссылки я оставлю в описании. А приходят же астралы вот такой вот симпатичной картонной коробке с изображением самих шеллов на лицевой части, моделью астрал, а также небольшим логотипом сверху справа. Сбоку же мы видим основные характеристики этой модели, где указана сама модель KeyVeers Astral, конфигурация драйверов 1 динамический и 6 балансных арматур, чувствительность 105 дБ, импеданс 23 Ома, гармоническое искажение менее 1%, частотный диапазон от 10 до 22 тысяч кГц и съемный кабель 1,2 метра. А вот на задней части коробки указана краткая информация о производителе и сертификация продукта. А здесь компания KeyVeers подчеркнула, что эта гибридная модель АЕМов оснащена одним динамическим драйвером и 6 балансными арматурами. Дизайн коробки, конечно, превосходный, он завораживает своей красотой, но давайте же посмотрим, что там внутри. А внутри информационной панели находится вот такая вот матовая красивая коробка с логотипом компании KeyVeers на лицевой части. Внутри нас же встречают сами ИЕМы, утопленные в пенную форму. Посмотрите, как они выглядят. А позади шеллов находится вот такой вот фирменный компактный кейс. Можете сами увидеть, как он выглядит. А также небольшой мануал на английском языке. И давайте же заглянем внутрь фирменного кейса. Внутри же нас встречает двухпиновый кабель с модульным подключением, штекера 3,5 и 4х4, силиконовые амбушюры и дополнительные металлические сеточки. Отдельно хотел бы остановиться на комплектном кабеле. Он сделан из бескислородной OFC меди и покрытый полиуретановым материалом. Это двухпиновый кабель с цветовой индикацией, где красный канал отвечает за правый канал, а синий соответственно за левый. Кабель имеет модульное 4-пиновое подключение. Он достаточно упругий, плотный и увесистый. Это хороший кабель и в принципе он хорошо сочетается с этой моделью. Сам штекер имеет 4-пиновый коннектор, а подключение осуществляется вот таким вот незамысловатым путем. Форма у Astral получилась эргономическая, но я сейчас хочу заострить ваше внимание на дизайн. Вы только посмотрите, как они шикарно выглядят. На внутренней части корпусов расположен металлический звуковод, он недостаточно высокий, но при этом имеет хорошую ширину и сеточку внутри. Также мы видим здесь несколько маркировок и двухпиновый коннектор на боковой части. О дизайне лицевой части этих АЕМов действительно можно говорить очень много и подбирать очень много эпитетов, но я предлагаю вам самим ознакомиться с ним, и я вас уверяю, что вы будете потрясены. Возвращаясь к форме корпусов, то они действительно эргономичные и чем-то мне напоминают старшую модель KeyVeers Orchestra. Это довольно крупные корпуса с углообразной формой внутри и единственным компенсационным отверстием, которое находится на верхней части корпуса. Astral имеет гибридную конфигурацию драйверов, где за нижний регион отвечает 10-мм динамический драйвер, за средний регион 2 спаренные балансные арматуры и за верхний регион также 2 арматуры. Следовательно, они очень чувствительны к выбору источника и действительно хорошо споются и раскроют себя лишь с мощным источником с хорошей выходной мощностью. В свою очередь, в рамках этого обзора, я буду использовать 2 настольных ЦАП усилителя, один от компании Fosi K7, который недавно был представлен, и мой основной драйвер на каждый день это QDX 5K. Давайте же перейдем к самому интересному, как звучит эта модель. А начать я предлагаю с графика частотных характеристик, которую вы видите на своем экране. График стартует довольно высоко, особенно это заметно в суббасовом регионе от 20 Гц до 50 Гц. Это обеспечивает такой плотный, насыщенный, с резонирующими вибрациями звук, который будет ощущаться не только ушами, но и телом.
В районе мидбаса мы видим плавное снижение графика, которое достигает пика в районе 180 Гц. Это говорит о довольно хорошем мидбасе с плотным телом и панчевой атакой, но при этом он будет менее ударный, но более контролируемый. Нижняя середина в графике начинается с яркого пика в районе 250 Гц и потом снижается. Это говорит о том, что нижняя середина здесь более такая бархатистая, нейтральная, без яркого окраса и сдержана по сравнению с басом. Середина здесь представлена ровно, плавно, без ярких взлетов или падений. Это говорит о том, что середина здесь будет более нейтральной, такой плавной, без ярких акцентов, окраса и не резкой. Район верхней середины повторяет характер средних частот. Он представлен таким ярким, плавным, нейтральным, без ярких взлетов или падений. Это говорит о неакцентированной подаче, не такой, как мы привыкли слышать в АЕМах, настроенных по кривой Харман 2019 года, но при этом верхний регион остается таким плавным, натуральным, без лишней агрессии и ярких проницательных звуков. После 4000 Гц в районе присутствия наблюдается несколько пиков, но при этом график остается такой ровный и плавный, что указывает на умеренно яркую и нейтральную подачу высоких частот, без слышимых сибилянтов, а также резкости. А вот в районе блеска мы видим резкий пик около 12 тысяч Гц, что говорит о более искрящей, детализированной подаче с огромным количеством воздуха, которое будто окутывает. И после мы видим спад, что указывает на такую фокусировку и разрешение на высоких частотах с хорошим объемом воздуха, но не чрезмерным. В действительности в KV-Ears Astral мы получаем O-образную подачу с теплой тональностью, медленной и плавной динамикой и хорошим разрешением на всем частотном диапазоне. Я бы сказал, что Astral это такой универсальный солдат, который будет хорошо сочетаться с любыми жанрами, независимо от того, что вы слушаете. В металле вы будете наслаждаться таким плотным и мощным резонирующим звуком, в рэпе вы будете наслаждаться такой быстрой и хлесткой подачей. В хип-хопе вам понравится эмоциональная составляющая и динамика, которую дарят АЕМы. А в оркестровой музыке вы будете наслаждаться таким эшелонированным и воздушным звуком, в котором вы будете просто купаться от наслаждения. Я бы не сказал, что это самые аналитические АЕМы. Все-таки Симгод по моему вкусу немного выше. Но в технической части я не вижу конкурентов среди моделей в диапазоне от 200 до 300 долларов. KV-Ears заявляет, что в своей модели Astral они подняли полку суббаса на целых 9 дБ, и это действительно ощущается. Звуки суббаса здесь плотные, насыщенные, энергичные, и ощущаются они через резонирующий басистый гул. Я бы не сказал, что это самый глубокий суббас, который я когда-либо ощущал в АЕМах, но его такая техничная и контролируемая подача, она реально впечатляет. Звуки суббаса здесь медленные, плавные, с точной артикуляцией, и вонзаются в звуковое полотно они как горячий нож в масло. Особенно хорошо это ощущается в таких жанрах, как EDM, Drum and Bass, металл, рок. В тех жанрах, которые могут вас порадовать мощным и действительно глубоким звуком барабанов, MIDI инструментов, либо же драм-машины. За нижний регион здесь отвечает 10-мм динамический драйвер. И скажу я вам честно, Astral это не басхедные наушники, и точно не стоит рассматривать их басхедом, но при этом мидбас здесь плавный, точный, хорошо контролируемый, с плотным телом и ударной атакой. Бас здесь имеет внушительное разрешение, плотную текстуру и контролируемые границы. Особенно хорошо это ощущается в треках с продолжительными басовыми линиями, такие как металл, Drum and Bass, либо же дабстеп. Представьте, что вы слушаете музыку через хорошую акустику в машине. Вот именно так звучит в бас в KV-Ears Astral. Нижний и средний регион здесь представлен как мелодичный и с хорошим бархатистым вокалом. Здесь хорошо ощущается такая теплая телесная подача, которая хорошо сочетается с баритонами таких исполнителей как Джонни Кэш, либо же Фрэнк Синатра. Да, здесь не проявляются микродетали голоса, и вы вряд ли услышите те нюансы, которые могли слышать в аналитических моделях, но при этом голос здесь остается максимально натуральным, тембрально правильным и без окраса. Инструменты здесь располагаются позади вокала, а их тембральная передача теплая, но при этом максимально натуральная и естественная.
Струнные инструменты здесь играют достаточно красочно, а на их фоне действительно выделяется гитара, которая наполнена энергией. Фортепиано здесь мелодичное, а скрипка яркая и проницательная. За средний регион здесь отвечают две балансные арматуры, и хочу вам сказать, что настроены они действительно хорошо. Средние частоты здесь максимально универсальны и хорошо сочетаются с большинством жанрами. Но несмотря на это, они сохраняют свою характерную, теплую и сбалансированную подачу с исключительной плавностью. Это позволяет передавать звучание максимально точно и с тембральной достоверностью. Мужской вокал здесь тембрально разнообразный, бархатистый и телесный. В этих аемах он передается именно так, как это было задумано исполнителем. Неважно, слушаете ли вы сопрано, баритон или бас-вокал, эти наушники его передадут в правильной тембральности. Мне же, как любителю мужского вокала, действительно понравятся эти наушники. Да, здесь нет микродеталей и нюансов голоса, но при этом вы ощущаете именно ту подачу, которая была задумана. Женский же вокал, напротив, искристый и яркий, с некоторыми женственными акцентами на верхних пиках. Но при этом подача женского вокала остается такой же тембрально-натуральной и передает всю характеристику, которую предлагают эти аемы. Верхний средний регион в Keyverse Astral не остался без внимания, и его действительно здесь хорошо проработали для более эмоциональной вовлеченности. И несмотря на график, здесь ощущается мощный прилив энергии. Частоты обретают краски, появляется артикуляция, образы, характерная воздушность и присутствие. И несмотря на то, что средний регион здесь максимально естественный и тембрально точный, то верхний средний регион здесь призван для того, чтобы добавить больше красок к звучанию, энергичности, динамики и повысить эмоциональную вовлеченность. Высокие частоты в Keyverse Astral имеют хорошую продолжительность, яркость и воздушность, добавляя детализации и пространственности звучанию. Звуки тарелок и колокольчиков здесь передаются с проницательной яркостью, а высокие ноты вокала здесь продолжительные, воздушные и с плавным затуханием. Высокие частоты в Astral, как и средние, действительно хорошо настроены, и здесь нет звонких сибилянтов, резкости, либо же зернистости при затухании. Мне же в этих наушниках особенно понравилось слушать вокал таких исполнителей, как Zayn, Miley Cyrus или Sia. Именно они способны передать ту высоту вокала, на которую можно рассчитывать в этих аемах. Звуковая сцена в Astral эшелонированная, высокая и глубокая, но она не выделяется удельной шириной. И несмотря на это, здесь достаточно пространства, чтобы разместить все звуки инструментов и вокала. Однако все равно ощущается некая зажатость. Я бы не сказал, что здесь звук исходит из трубы или слишком узкая сцена, но хотелось бы более пространственное звучание в ширину. Представьте, что вы слушаете оркестровое звучание на нескольких ярусах. Вот именно так ощущается сцена в Keyverse Astral. Разделение источников звука здесь впечатляющее. Да, это не аналитические наушники, но при этом техничность и контролируемая подача делает свое дело. Звуки здесь аккуратно отделены друг от друга и идут последовательно, без смазывания и болотистого эффекта. Даже в сложных сценах и динамичных треках эти наушники хорошо отделяют звуки. Эти наушники определяют предельную точность, поэтому проблем с визуализацией у меня не возникло. Звуки инструментов и вокала будто помещены в свою ячейку, поэтому я без проблем мог определить, откуда наносится тот или иной звук. В этих наушниках я провел несколько игровых сессий в FPS игре Counter-Strike 2 и могу сказать, что они прекрасно справляются со своей задачей. Звуки шагов и выстрелов доносились с предельной точностью позиционирования. И даже в сверхактивных сценах здесь не возникало эффекта лесенки, либо же наслоения. Это делает эти наушники подходящим вариантом, если вы играете в FPS-шутеры, такие как Counter-Strike 2, либо же Valorant. Если сравнивать Астралы с их младшим братом, гибридной моделью Keyverse Aeroso, то Aeroso будет иметь более глубокую, V-образную подачу с акцентом на суббасовый регион, а также на высокие средние частоты. В свою очередь Астралы — это такие плавные, технически выверенные и сбалансированные наушники, которые предоставляют более серьезный звук на всем частотном диапазоне. Если сравнить Астралы с SimGod Super Mix 4, то главное отличие здесь будет в том, что
Astral это более технические наушники, которые рассчитаны на правильную тембральную передачу, то SuperMix 4 это аналитический вариант наушников, которые предоставляют звук будто бы конструктор Лего, который вы будете собирать. А если вдаться в подробности, мы имеем здесь примерно равный суббасовый и мидбасовый регион, нижние средние, как и средина, у SuperMix немножко завалены, а вот у Астрала немного больше протяженности на верхних частотах, когда у SuperMix верхние частоты более контролируемые и воздушные. Резюмируя, Киверс удалось сделать самые серьезные наушники, которые лишь существовали в их линейке. У них получилась техническая модель с правильной тембральной проработкой как инструментов, так и вокала. Это действительно универсальная модель, и каждый найдет здесь что-то свое в самых разнообразных жанрах. Мне же в этих наушниках особенно понравилось слушать лайв-исполнение, оркестровую музыку, хип-хоп, а также рэп. Все эти жанры Киверс Astral передают максимально точно и с естественной тембральной подачей. Если вас не смущают крупные шеллы и эргономическая форма, при этом у вас есть ЦАП, который сможет раскрыть эти аемы, то я считаю, что это лучший вариант в своем ценовом сегменте. На этом у меня все. Спасибо большое, что вы досмотрели мой обзор до конца. Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк, подписаться и поставить колокольчик. До скорой встречи. Пока-пока.